Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал. Предлагаю сегодня вашему вниманию очень красивую работу. Жакет золото Анны, назвала по ниточкам. Анна 16, очень красивые золотые ниточки. Их можно купить по промокоду Ангелина 22 со скидкой 5%. Магазин пряжи, ссылочку обязательно оставлю в описании. А сегодня предлагаю посмотреть и связать. Я заказала в интернет-магазине пряжи, так называется, интернет-магазин пряжа, такую красоту. Хлопок Анна 16, такого золотого цвета. Я хочу связать либо кардиган, либо жилет. Чем он отличается? Кардиган длиннее, жилет короче. У меня вот 400 грамм, ниточка очень длинная, 530 метров на 100 грамм. Крючок у меня номер 2. Длина хорошая, я думаю, что должно хватить на 46 размер. Задача какая? Сначала просто-напросто мы набираем воздушные петли. Песня очень скучная, согласна. Вот. Мы набираем воздушные петли, равные объему наших бедер. Объему бедер. Либо, как всегда, можно набрать колечки. Почему нет? 1, 2, 3, 4. Набор просто быстрее, да? В первую воздушную петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И в первую петельку раппорт узора у нас будет равен. Первое колечко это будет у нас планочка. Потом 1, 2, 3, 4. 2 колечка это ажурный узор. 1, 2, 3, 4. Вот. Первое колечко это планочка, 2 колечка это ажурный узор и опять столбики. То есть получается раппорт узора это 3 колечка и плюс планка в самом начале, в самом конце, плюс 2 колечка. 3 раппорт и 2 колечка это планочка в начале и в конце. Набираем по объему бедер. Набрали количество колечек по объему бедер и мы начинаем вязать. Мы вяжем внизу воздушные петельки, а мы вяжем за столбик. Набираем 2 воздушные петли. Теперь в центр колечка вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. И между колечками столбик с накидом 3. Всего 4 колечка. 4 столбика. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Пропускаем 2 колечка. Между колечками вяжем столбик. Само колечко 1 и 2 столбик с одним накидом. И между колечками столбик с одним накидом. То есть у нас должно получиться 4 колечка и 8 воздушных петель. Вот так нужно провязать весь первый ряд. Вот такая красота мне получается. Я связала 3 рядочка, все абсолютно одинаковые. 4 столбика и 8 воздушных петель. 4-й ряд будет немножко другим, а потом опять повтор. Планочку мы всегда вяжем неизменно, она у нас никак не может поменяться. Как и вертикальные полосочки, тоже всегда 4 столбика будет. А вот такой ряд 4 будет. Смотрите, нам нужно провязать на воздушной арочке 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 провязали и 4 те, которые у нас уже есть. То есть идея узора такова. Ажурный узор, 3 рядочка мы вяжем ажуром, и 4-й ряд мы вяжем просто столбики с одним накидом. Просто столбики с одним накидом, и все.
Конечно, все это дело выровняется. Мы еще потом все прогладим. Ну, вот так можно связать в каждую воздушную петельку по столбику. И будет тоже 8. Посмотрим, как это будет смотреться. Но можно, конечно, усложнить себе вязание и провязать, и провязывать воздушные петельки. Конечно, это будет аккуратнее смотреться, но тут уже можно на ваше усмотрение, как вы считаете. Напишите в комментариях, как лучше. Видите, тут сложно, да, в каждую петельку попасть, потому что они маленькие. Но можно и так. Вот так. Провязали 8 столбиков. Конечно, аккуратнее, слов нет. И 4 по факту. Вот и весь наш узор. Таким узорчиком, я вот только что сейчас подумала, красиво будет связать палантин. Как вы думаете? Обязательно пишите. Это очень-очень важно. Вот такой узорчик. И опять получится у нас 3 ряда ажурных, ряд столбики. 3 ряда ажурных, ряд столбики. Весь узор вяжем до проймы. Потом распределяем на пройму, на спинку, наперед. Вяжем все по раздельности. Вот такая красота мне получается. Я провязала 35 сантиметров. И у меня закончился первый моточек. 35 сантиметров. То есть очень хорошая длина ниточки. Очень экономное вязание. Я разделила на спинку и полочки. У меня получилось 6 узорчиков с одной стороны, 6 с другой, а на спинке только 10. Это нормально. Оставляем на грудь чуть больше. Вот. И поставила маркеры. Смотрите, каким образом. То есть вот этот промежуточек мы вязать не будем, а все столбики мы будем вязать. И у нас узор вот такого плана будет. Со столбиков начинаться. И тогда как бы красивая обвязочка уже будет на рукавах. Вот. То есть наша задача теперь, я всегда вяжу спинку. Почему начинаю? Потому что спинка, она идет длиннее. И потом легче ориентироваться, как вязать горловину. Вот маркер мой стоит. Я ниточку привязываю. И весь наш узор, 2 воздушные петли только, да, обязательно. Аккуратнее смотрится, когда первая петля, когда первые воздушные петли 2, а не 3. И все, и начинаю вязать узор с 4 столбиков. Дальше вяжем. Высота примерно проймы 20 сантиметров. То есть наша задача провязать отдельно спинку. Потом уже пойдут полочки. Я провязала спиночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 узоров. У меня получилось, если в сантиметрах, это будет 22 сантиметра. В среднем пройма так она и есть, 22 сантиметра. И перед тем, как спинку закончить, я еще взяла, разделила вот по центру, мне 4 получилось, и на плечи оставила. То есть я отдельно связала одно плечо, ниточку отрезала, присоединила и еще связала один мотивчик. Теперь наша задача провязать перед, также отдельно. Сейчас я вам покажу. Я связала первую полочку. Что хорошо в этом узоре, он у нас геометрический, и узор горловины очень хорошо просчитать. То есть смотрите, что я сделала. Я провязала 1, 2, 3, 4 узора, совместила маркерами. Это у меня плечо и плечо, которое будет сшиваться. Вот, значит, вот эти 3 узорчика можно не вязать. Я пройду соединительными столбиками до маркера и просто провяжу отдельная часть плеча, чтобы потом сшить. И вот это будет уже вырез горловины. Вот моя полочка, я провязала. Спинку мы с вами разобрали. Отдельно полочку я провязала 1, 2, 3, 4 узора. 4 узора. И просто-напросто перешла соединительными столбиками,
Раз, два, три узора. И 3 узора вместе с планкой я провязала еще 2 раза, 2 ряда. Это у меня плечо получилось. Почему не стала показывать? Здесь нет никаких вырезов. Тут просто мы сократили и вяжем дальше. Как вязать узоры со мной вы знаете. Естественно, что спинка у нас всегда должна быть больше, длиннее. Вот моя горловина получилась таким образом. Раз, два, три, 4 узорчика. Сократила на 3 раппорта. И 3 раппорта осталось у меня на плечо. Я все это провязала. Имейте в виду, что у нас есть лицевая сторона и есть изнаночная. Изнаночная сторона, она не очень симпатичная. Вот, на ней мы будем сшивать. Я всегда сшиваю очень просто. Просто-напросто разворачиваю изнаночной стороной. Совмещаю все ряды, которые у меня здесь есть. Вот так вот. Так, все ряды совмещаю и провязываю столбик в столбик. Я думаю, что удобнее, если вам сшивать иголочкой, можно иголочкой, а можно просто столбик без накида с одной стороны проходим и с другой стороны. Вот так вот. Раз, два. И все. И наш шовчик будет готов. Он всегда получается аккуратно. Его не видно, незаметно будет, даже не переживайте. Тем более, что шов обязательно нужно с обратной стороны, когда уже вы вернете, прогладить утюгом через мокрую марлю. И все будет красиво. Вот такой шовчик получается. Его не видно с обратной стороны. Провязали, получили шов. Идем дальше. Вот у нас горловина идет. Теперь наша задача связать рукав. Рукав, смотрите, один рукав я уже связала. Он у нас будет вот такого плана. То есть продолжение нашего узора. Вот у нас идет узор. И он также должен продолжаться. Есть небольшая сложность, ну совсем небольшая. Но если есть желание связать, у вас обязательно все получится. Что мы делаем? Мы находим пройму, как обычно. Вот она у нас пройма. Я привязала ниточку вот и набрала 7 раппортов. Что такое 7 раппортов? Раппорт у нас 12 воздушных петель. Вот 7 раз я набрала по 12 и каждую петельку провязала столбиком с одним накидом. Вот все, у меня такая ленточка получилась начальная. Идем дальше. Здесь самое главное, что у нас правильно, грамотно соединить. Один раз это будет сложно, потом все будет по накатанной, уже ничего не бойтесь. Мы соединяем, допустим, в третий столбик, и 3 столбика я пропустила в самом начале, и ровно по центру провязала, набрала воздушные петли, провязала столбики. Теперь наша задача соединительными столбиками же мы идем. И наша задача еще, вот смотрите, поворачиваем, вот это у нас была пройма, поворачиваем. Столбики у нас уже такие будут соединительным столбиком. Мы доходим до, там, где у нас напротив воздушная арочка, вот она у нас. Вот. И вяжем 8 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель вяжем. Поворачиваем вязание, ленточку к себе, пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вяжем наш узор, как бы мы его и вязали. Продолжаем вязать. 4 столбика, 8 воздушных петель. Вот и все. Вяжем в обратную сторону, вяжем сюда, вяжем, возвращаемся. Соединительными столбиками опять передвигаемся ровно по центру и вяжем опять воздушную арочку. Я провязала ленточку туда и обратно, вот у нас уже подходит в обратную сторону 8 воздушных петель.
И вот в этом моменте мы присоединяем ровно вот параллельно узору, как у нас узор на рукаве. То есть наша задача, мы присоединились, вернее, мы вот присоединились. Теперь через вот столбик, вот у нас столбик, мы присоединяемся сюда. Для того, чтобы начать вязать новый ряд, мы соединительными столбиками передвигаемся, чтобы оказаться на одном уровне с нашей ленточкой. Да? И опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вяжем все время параллельно нашему узору, нашему рукаву. Вот это вот у меня спинка. На спинке мы сделали с самого начала вязания, чтобы ничего не было видно. И так по кругу мы будем вязать. Вот пройма вся идет, идет, идет. Мы все вяжем, 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 вяжем. Полностью как вот здесь мы все соединяем. И только единственное, в последнем моменте мы провязываем воздушную арочку. И вот видите, тут треугольничек такой. Раз-раз. И здесь будет тоже такой треугольничек. А все остальное будет ровно параллельно вязанию. И только при соединении, вот это же у нас пройма, она поперек у нас, будет небольшое. Здесь треугольничек и здесь треугольничек. Различия. Не будет параллельности. А все время будем вязать параллельно нашему рукаву. Весь наш узор. С соединительными столбиками мы переходим на каждый новый ряд. Соединяем через столбик. Вот здесь все видно красиво. И продолжаем просто-напросто вязание, как оно у нас идет. Туда и обратно, туда и обратно. И в самом конце просто сошьем наше вязание. Что получается в итоге? Вот мой рукавчик, я его начинала вязать. Вот у меня присоединение, вот оно. Соединительными столбиками все время соединяемся, соединяемся. И вот последний ряд, он у нас должен быть вот такого плана. Мы провязываем 3 воздушные цепочки. 3 воздушные цепочки у нас провязано. И теперь наша задача сшить. То есть мы соединяем наши цепочки и уже провязанную ленточку. И полностью все сшиваем до самой проймы. Последний ряд 3 арочки. И я хочу просто-напросто сшить. Я соединила ту и вторую половинку. Я хочу просто-напросто сшить. С той стороны у меня последний столбик. Я его соединяю, прикладываю и буду сшивать с этой стороны и с той. Вот так вот. Я вывернула, конечно же, на изнаночную сторону рукав. Узор у нас, получается, всегда идет на одной стороне, имейте в виду. Он не двухсторонний, он односторонний. Вот у меня изнаночная сторона и вот лицевая. Ее видно хорошо. Как и сам кардиган, сам жакет, там все прям видно. Поэтому выворачиваем на изнаночную сторону. Я, смотрите, в сам столбик очень неудобно вкалывать. Я через столбик, а с той стороны воздушная петелька, подхватываю и провязываю. Так, подхватываю и провязываю. И рукавчик будет у нас вот такой. Вот будет шов сделать. Я проглажу утюгом, и будет казаться, что все наши узоры, все соблюдено. Все правильно. Этого шва видно не будет. Вот таким образом мы сшиваем, и наш рукав будет готов. Что в итоге получается? Я прошила. Получилось 2 рукавчика, небольших, но тут на ваше усмотрение. Расход пряжи у меня получилось 220 грамм. Практически, если рукавчик сделать, может быть, поуже, то грамм 200 можно вместиться. Вот такой жакетик. Квадратный у нас, геометрические формы. Очень красивым цветом золото. Вот в моем понимании, это не желтый цвет, а это золотой такой цвет.
Очень красивый, очень благородный жилет, жакет. Можно связать летний кардиган длинный на ваше усмотрение. Я связала более короткий. Надеюсь, вам понравилась идея. Да, он ажурный, но это все-таки лето. На любую футболочку, кофточку, платье, сарафанчик можно одеть и прекрасно дополнить любой гардероб. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, что он будет полезным. Вам идея понравится, и вы свяжете красоту вместе со мной. Напоминаю также, что ниточки Анна можно купить по промокоду Ангелина22 в интернет-магазине пряжа. Ссылочку напишу в описании. До новых встреч!